Ну что, вот мы и на Бали. Мы вам вот решили немного показать другую сторону, которую чаще всего не показывают. То есть там все убрано. Но когда мы подходим сюда, то тут, конечно, становится очень-очень грустно. Это вот на протяжении вот всего пляжа. Мы чуть-чуть совсем походили. Очень-очень много мусора. Ну что, вот мы и на Бали, только что приземлились, не выспались ужасно. Вот он, старый добрый аэропорт Денпасар. Мы на Бали прилетели в третий раз, были тут 5 лет назад и 3 года назад. Вот только что сняли с нашей карты «Солидарность» 1 000 000 рупий. Мы теперь миллионеры. Ну и позже скажем, какой курс. На Бали теперь вот вход по такому QR-коду. Все стоят, разбираются. Вот пока такой QR-код приложение не выдаст, ты не пройдешь. Нужно было заполнить просто миллион всякой информации, какое-то нововведение. Вот так красиво стоят встречающие. Нас, конечно, никто не ждет. Мы сами по себе. Ну и вот мы заехали в новое жилье наше. Тут можно увидеть такая огромнейшая кровать, столик, где можно включить свет и привести себя в порядок. Для обуви специальные полки, телевизор обязательно, конечно же. Далее у нас такой вот столик, где можно поработать. И такое небольшое зонирование у нас в виде шкафа идет. Там, кстати, очень вместительный шкаф. Санузел обязательно с теплой водой. Получается, это не студия, а это однокомнатная квартира. Потому что тут у нас есть кухня, обязательно есть холодильник, микроволновка, кухонная утварь. Как на Бали принято очень часто, такие горелки с газовым баллоном. Есть чайник, все, что необходимо. Вот это все, конечно же, тут закрывается. И если один человек проснулся раньше, то он может вот так вот закрыть, в принципе, и там что-нибудь приготовить. Обязательно есть кондиционер. В этом жилье мы останавливались в 2019 году. И это жилье у нас вышло 3 850 000 индонезийских рупий. И вот такой вот вид у нас получается из окна. И вид на бассейн. У нас тут есть такой хороший чистый бассейн. И здесь такой небольшой балкончик, где можно посидеть. И можно увидеть вот сбоку такая вот помойка, где регулярно привозят мусор, его по вечерам жгут, и этот запах иногда идет в комнату. Вот такой вот, к сожалению, бизнес есть у балийцев. И не важно, что рядом много отелей. Это вот один из минусов. Ну и вообще за 3 года могу сказать, что эта кондо не улучшилась, а ухудшилась. Тут как-то намного все больше обветшало, и внутри даже немного пахнет плесенью. Да, Маш? На самом деле плесенью пахнет достаточно сильно, и это, конечно, не очень приятно. Бали — это не только красивая сказка, где вы живете на вилле за 3 копейки. В высокий сезон, ну и вообще после ковида, даже не высокий сезон, хорошее жилье по низкой стоимости найти просто невозможно. Мы вот приехали в Таиланд, даже на Пхукете, в Паттайе, в принципе, это тяжеловато сделать. Тем не менее, можно найти какой-то кондо, где однокомнатная квартирка, там каких-нибудь 30-40 тысяч можно. На Бали однокомнатную квартиру найти в хорошем кондо по каким-то нормальным ценам сейчас невозможно. Это просто нереально сделать. Даже на 2-3 месяца вперед смотришь. Можно найти только какую-то студию. Если вы приезжаете после Таиланда и хотите за те же деньги найти такого же качества жилье, то на Бали сейчас это сделать практически невозможно. Виллы начинаются где-то от 150 000 рублей в месяц и выше. Ну, чем красивее вид, чем больше комфорта, конечно, там тут потолка нет. Можно и за 500 000 в месяц, и за 1 000 000 найти, и даже за 1,5 и выше. Я смотрел за 2 месяца до приезда сюда какое-то жилье в районе Чангу, Семенника, Куты, Легиана.
практически ничего не было. Были какие-то там на недельку, на 3 дня какое-то жилье, но постоянно переезжать не хотелось. Буквально 3 года назад на Бали можно было арендовать достаточно бюджетное жилье, но сейчас курорт становится более популярным. Сюда приезжает намного больше туристов, плюс еще этот остров очень сильно застраивается всякими виллами там, и так далее и тому подобное. Мы ужасно голодные и пошли вот буквально в самую ближайшую кафешку, которая у нас была по пути. У них тут промо-акция 35 тысяч на сигарен, но при условии, если вы возьмете смузи. Мы уже, честно говоря, забыли, что такое балийская кафешка. Это вот что-то примерно вот такое вот. Нам принесли блюдо. Это вот наси горенг, такое самое популярное балийское блюдо. Наси горенг – одно из самых популярных блюд на Бали. Это жареный рис, обычно со всякими добавками. У нас здесь он с курицей и обязательно сверху яйцо. Здесь, конечно же, овощи еще добавляют. И, что интересно, вот их такие рисовые, как чипсы, они здесь употребляются вместо хлеба. Вот, все очень вкусно. На самом деле, похоже жареный рис с курицей в Таиланде. Вот, такое блюдо достаточно простое, но сытное и очень-очень популярное. Дело близится к закату и, как всегда, очень-очень большие пробки. Это вот просто где-то в районе 1 километра до ближайшего пляжа, и все стоит в пробках. Стандартное явление для Бали. Я с удивлением смотрел на видео, которые показывали люди, которые жили тут в ковидные времена, когда тут вообще никого не было. Можно было на велосипеде кататься даже, не знаю, днем, вечером, когда угодно. Просто пустые улицы. А вот сейчас смотрю на эти пробки и думаю, брать ли байк вообще. Просто буду тут стоять. И все. Видите, все стоит в обе стороны. Все стоят. Типичная пробка на Бали. Вот мы и добрались до самого ближайшего до нас пляжа. Он называется Double Six Beach. И что сразу же бросается в глаза, на подходе там тебе предлагают посидеть с хорошим таким шезлонгом. То есть там все убрано. Но когда мы подходим сюда, то тут, конечно, становится очень-очень грустно. Это вот на протяжении вот всего пляжа. Мы чуть-чуть совсем походили. Очень-очень много мусора, потому что местные мусорят, но, скорее всего, я читал, что это все приходит с острова Явы. Там население несколько десятков миллионов человек, ну и вот оттуда течением приносит. А те люди, которые живут долго на Бали, приходят вот с такими пакетиками и собирают этот мусор. Сейчас вот мужичка видели, он ходил, собирал. Ну и таких людей очень много. Возможно, даже мы присоединимся к ним как-нибудь. Ну и самое главное, это, конечно, Индийский океан. Сейчас будет закат. Собственно говоря, ради чего сюда и приходит большая часть людей. Именно на закат. Тут можно увидеть, такое здание появилось с такой невероятной статуей наверху. Прям с подсветкой, очень эпично выглядит. Интересно, что это потом будет. Скорее всего, какой-то храм. Ну, вообще, люди делятся на два типа. Первые говорят, что на Бали вообще не существует пляжей для купания. А второй тип людей говорит, что пляжи для купания именно есть на так называемом острове Букит, который вот по левую сторону от нас. Так это или нет, мы покажем совсем скоро. Мы будем показывать как пляжи для серфинга, где в основном никто не купается, только на серфе катаются. А также те места, где, возможно, люди купаются. Получится у нас искупаться, будет там мусор или нет, мы покажем в следующих, конечно же, программах. Чтобы не пропустить эти ролики, конечно же, подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайк. Мы сейчас в поиске сим-карт и байка. Тут вот пришли в наш любимый торговый центр, который находится вот совсем рядом от нас. Тут такой вот аттракцион, но почему-то никто не ездит. Совсем рядом от нашего жилья находится вот такой вот магазинчик, где есть все необходимое и такие вот банкоматы. На Бали их очень много, они вот сразу там по несколько штук. И мы как-то сняли тайской картой, и теперь хотим снять по карте UnionPay. И что мы делаем? Мы ищем значочек. Видите, вот этот значочек тут есть. Вот, UnionPay.
Значит, тут можно. То же самое и здесь. Вот есть значочек Union Pay, значит, мы идем снимать деньги именно тут. У нас, конечно же, встал вопрос в плане сим-карты. В Таиланде в этом плане очень просто и легко, а тут надо искать такие вот специализированные точки, где вас будут подключать. Нужен специальный имей. Тут мужчина все ведет. Мы выбрали XL. И тут есть интересные тарифы. Смотрите, можно взять 16 гигабайт, 8,6. И тут будет безлимитно только вот эти приложения. Но нам нужен именно YouTube и Instagram, чтобы были безлимитно. Тут стоит уже 250 тысяч рупий. Но это, конечно, так недешево. По сравнению с Таиландом, конечно, к сожалению, дороже намного. Мы пришли в очередной рентал и вот нашли Ямаху. Ну все, байк привезли, мы ждали буквально минут 20. Вот привезли практически новый NMAX, это здорово. И вот такая вот вывеска, если кому интересно, можно тут арендовать. Тут можно также сим-карты взять и байки, также какие-то еще вот туры, если хотите. Изначально говорили за 2 500 000, я сказал, есть только 2 200 000, но сошлись на 2 300 000. В принципе, байк новый, черный, как я и хотел. В других местах предлагали от 2,5 до 3. Тут вот за 2 300 000 считаю нормально. Я по чатам посмотрел, сказали, что 1,8-2,5 это нормальная цена. Ну вот, наше место, где мы обитаем, буквально чуть-чуть покажу, что в окрестности. Первое, это, конечно, парковка. Тут мы паркуем наш байк. К сожалению, без навеса, поэтому не очень хорошо. Ну и далее покажу, чем удобно это место, буквально в 2 словах. Ну вот, на Бали, как и в Таиланде, собаки любят ездить вот именно на подножке хозяина. Ну и также тут по пути можно увидеть огромное количество различных гестхаусов, кондо. Тут практически все состоит из такого, ну, не сильно дорогого и довольно комфортного жилья. Я уже все показывать не буду, но вам просто вот на заметку, если вы видите, что на Airbnb, на Booking ничего нет, то на Бали можно вот походить примерно вот под таким местечком и найти очень много жилья, что мы, в принципе, сделали. Когда мы просто прогуливались по этой улице, мы зашли сюда, увидели, что там очень тихо, узнали стоимость и переехали именно в это место. Сразу же тут у нас лаундри, где мы за 16 тысяч рупий нам 2 килограмма белья постирали, погладили и сделали так, что оно очень приятно пахнет. Видите, туда вот выгружаешь вещи, взвешивают, и потом через 2 дня приходишь, получаешь вещи. Это очень удобно. Не нужно самому сушить, не нужно ничего делать, все за тебя сделать. Дальше тут у нас магазинчик, который практически 24 часа работает. Тут всегда можно купить воду или какие-то там сладости. Ну и тут уже начинаются такие кафешки, где можно там позавтракать, пообедать. 3 года назад, когда мы сюда приезжали, тут был на 1-м этаже коворкинг. Я думал, сейчас он тоже есть, хотел сделать обзор, но сейчас нет. Это отель, и там уже никакого коворкинга нету. А тут мы вам чуть попозже покажем по вечерам. Тут такой небольшой рыночек, как и далее. Тут можно поесть все, что со свининой. Тут очень такой приветливый персонал. И совсем рядом вот фитнес-клуб Hammerhead Gym. Мы сюда ходили 3 года назад и сейчас тоже ходим. Очень крутой зальчик такой, неплохой. 60 тысяч рупий за 1 день, это очень низкая цена. Ну и вот на Бали очень много кафешек. Это, конечно, не Таиланд, где можно увидеть, что есть и латте, и различные эспрессо. Касих Март, где, в принципе, есть все необходимое, и он довольно-таки такой дешевый. Но он для местных считается. Ну и также тут есть различное жилье. Мы 3 года назад рассматривали именно это жилье для проживания. Называется это жилье Lego Legi Townhouse. Но, честно говоря, Суджи намного выигрывает в плане чистоты бассейна. Это место очень удобное расположением, тем, что тут в шаговой доступности можно абсолютно куда угодно дойти. Также, если по этой дороге пойти, то буквально 1,5 километра, по-моему, пешком, ну это минут 10. И там будет пляж, где можно встречать закаты. 3 года назад мы тут прожили в районе 2-3 недель и даже не брали байк, потому что было все под рукой. И фитнес-клуб, и кафешки, и различные там рыночки, и пляж рядом, то есть очень удобно. А в этот раз взяли байк, уже начали тут кататься по окрестностям и поняли, что байк все-таки на Бали необходим, если вы хотите посмотреть намного больше, чем просто какой-то местный райончик. Сейчас уже немного стемнело, поэтому мы, конечно же, пришли на местный балийский рынок, показать его вам. Мы обожаем тайские рынки, да, ну и вот пришли показать, что такое балийские рынки днем.
Тут работают только фруктовые, овощные лавки, а по вечерам открываются такие небольшие кафешки. Ну вот, можно посмотреть, какие ингредиенты тут есть. И можно вот там же сесть и покушать. Местные это любят, но не только местные. Иностранцы часто приходят. И вот их можно. Вот одна, вторая, третья, четвертая, их много. 3 года назад мы в них только с Машей, по сути, и ели. Самое интересное, что когда ешь, там можно увидеть различную флору, фауну, тараканы, еще кто-то лазит. Ну вот, различные фрукты, овощи. Тут можно это все купить. Цена очень низкая. Да, hello, спасибо. Hello. 47. Спасибо. Ну вот, видите, как встречают нас на рынке. Вот наше любимое место, где мы покупаем различные фрукты и овощи. Самое, что примечательное, практически везде есть картошка. В отличие от Таиланда, тут картошка продается прям абсолютно везде. В каждом таком ларечке можно купить как рис, так и яйца, овощи, фрукты, также различные приправы. Видите, для различных блюд, кофе 3 в одном, все что угодно. И сосиски. Ну вот мы взяли папайю большую, огурцы, там салат, перчик, еще что-то. Это все вышло 30 тысяч рупий. Ну, это в районе 120 рублей, $1,5. Наверное. Можно ананасы взять, орангутаны. Очень сейчас сезон, и это очень полезная штука. Также можно мясо тут купить, его вам сразу же тут и порубят. Конечно же, есть рыба очень вкусная, свежая. Ой, это, по-моему, тунец. Ну, еще чуть-чуть овощей, фруктов. Ну и на Бали очень дешевые бананы. Где-то такая вот связка спелых бананов в районе 10 тысяч рупий. Это очень дешево. Со всех сторон куча запахов и не всегда приятные. Но это колорит Бали. Его не всегда, конечно, показывают. В основном показывают красивые, дорогие виллы. Но мы показываем абсолютно все. Я вот лично никогда не видел ни одного обзора рынка Бали на ютубе. Ну, тут различные соки делают, шейки. И вот это вот очень вкусный фрукт. Из него получается просто невероятно вкусный смузи. Тут можно не только покушать, но также посмотреть местный сериал. Тут тоже делают очень вкусные смузи, шейки. Просто невероятные. Ну и также можно купить свежий кокос. Ну вот еще есть такие варунги, ну вообще на Бали, такие макашницы называются варунги, которые около дороги. Мы с Машей как-то хотели купить баби гулинг, нам сказали, это прям невероятно вкусное блюдо. И мы вот такой макашницы нашли его, и нам принесли холодный кусок вот этого вот зажаренного мяса. Ну, конечно, мы практически ничего не ели. Ну и вдоль этой улицы можно увидеть еще много различных варунгов. В основном тут едят местные, балийцы, но иногда, конечно, и иностранцы. Иностранцы, конечно же, чаще всего едят вот в таких вот современных кафешках. Мы вам вот решили немного показать другую сторону, которую чаще всего не показывают. Ну и вот буквально в 2 минутах ходьбы от нашего места, где мы сейчас живем, находится такой вот фудкорт, где можно покушать и отведать различную еду. Такие вот кафешки различного характера, где можно что-нибудь заказать на гриле. Очень много такой пережаренной пищи. Средний ценник тут 30-40 тысяч рупий. Hello. Тут можно... Hello. Балийцы очень открытые. Тут можно заказать различные фруктовые смузи, фруктовые соки, топпинги и так далее. Стоимость их в районе 19-20 тысяч рупий. Это очень низкая цена, потому что в различных дорогих кафешках она будет намного-намного дороже. И к нашему удивлению, смотрите, тут даже есть тайская кухня. Тут есть всеми нами любимые паттайи, томха, конечно же, том-ямы. Тут даже есть манго, стики райс. И даже есть что-то индийское. Но в основном это, конечно, тайская кухня. И мы сегодня что-нибудь попробуем именно тайское и скажем, похоже это на тайское или нет. Но чуть попозже. Еще различные блюда. Видите, за 30, за 40 тысяч рупий. Это очень низкая цена, в отличие от других современных кафешек. Тут все, в принципе, как и в Таиланде, на стене. Тут тоже вот на витрине. Ну вот, жареная рыба. Помню, как-то мы с Машей вот такую вот жареную рыбку взяли. Там из мяса было, наверное, ну грамм 10, да. Все остальное было пережарено и кости. Ну и вот, видите, какая аппетитная
не совсем курица, на самом деле она такая и будет подаваться, очень сильно пережаренная. Балийцы очень любят прям такое вот жареное. Аппетитно ли это выглядит? Напишите, пожалуйста. Ну вот, еще немного совсем кафешек. Вкусный стейк получается из лосося, 60 тысяч рупий. Тут есть еще вот такая вот кафешка. Я вчера сюда приходил, говорю, я хочу гамбургер. Говорят, нету. Потом я говорю, хочу веганские наггетсы. Говорят, нету. Давайте мне тогда вот что-нибудь из этого. Говорят, нету. Я говорю, а что есть? Есть вот эти вот фалафели, но они стоят 60 тысяч рупий. То есть практически ничего нету. То есть вы вот что-то берете и тут сразу же можете сесть под музыку, покушать, подождать, вам это все принесут. Ну вот, Маша решила все-таки это заказать. Сейчас возьмем и попробуем, как на вкус. Ну что, мы заказали. Сейчас вот не за очень чистый столик сели, потому что других чистых особо нету. Ждем, когда нам приготовят в такой вот обстановочке. Музыка играет, но она еще тихо играет. Через час, через два, в районе 8-9 часов будет очень и очень громко. И будет, конечно, намного больше людей. Мы сейчас пришли в такую типичную, дешевую кафешечку, дешевенький такой рынок. Бали, конечно, славится тем, что тут очень красивый, один на другого не похожие кафешки, рестораны. Вы могли это сами видеть в Инстаграме, когда какой-то ваш друг приезжает на Бали. Это всегда что-то красивое. Яйца Бенедикт, авокадо, смузи-болы, конечно же, инстаграмные места. Мы это все вам покажем на Чангу в следующей серии. А мы сейчас показываем именно такие бюджетные местечки, когда фрилансер еще не вышел на очень какой-то большой доход. Ну или просто человек приехал, допустим, на месяц, на два, не владея каким-то огромным бюджетом, или же все деньги отдал на аренду жилья, да, у него осталась небольшая сумма, и он думает, о боже мой, на Бали наверняка только рестораны, где за очень большие суммы можно покушать, потому что те инстаграмные места, там средний чек, ну, в районе 1000 рублей, это как Питер, Москва, сходить в кафешку. Есть хорошая альтернатива, мы как раз ее сейчас вам показываем, где можно поесть там буквально за 150, за 200 рублей, вы не отравитесь, но не будет прям инстаграмного места. Вы не сможете за этим поделиться в Инстаграме, но вы хорошо покушаете, вы наедитесь, и, в принципе, это хорошая альтернатива. В общем, для тех, кто не инфобизнесмен и не криптомиллионер, вот такие вот кафешки. Первым принесли мой паттай с курицей. Уже видно, что он очень сильно отличается от паттая, который в Таиланде, по крайней мере, тем, что тут огромнейшие куски тофу. Визуально это прям вот сразу заметно. И вот эти вот проростки, они почему-то не свежие, как в Таиланде. А такое ощущение, им уже 3-4 дня, они уже так чуть-чуть обветрились. Ну, на самом деле, это не совсем тот паттай, который мы привыкли есть. Вот. Но на самом деле тоже очень вкусный. Он просто получается какой-то здесь другой привкус, ну вот такой именно балийский. А так, в принципе, очень даже вкусно. А по вкусу такое ощущение, я взял не паттай, а миа-горенг. Это вот чисто балийское блюдо, которое с лапшой. Вот, честно говоря, очень похоже, потому что нету тех самых ноток, как в паттайе, когда там соленое, сладкое, еще какой-то вкус. И нету того самого рыбного соуса, которым славится паттай. И по вкусу получается не то самое такое блюдо, которое там миллион вкусов, а ну, такой типичный балийский миа-горенг, только чуть-чуть в тайском стиле, да. Ну вот, принесли и Машино блюдо. Было нарисовано 2 таких вот стейка, но почему-то подали один, видите, но зато кусок большой, но все равно там было нарисовано 2 кусочка. Есть рис и стручки фасоли. Сейчас узнаем у Маши, вкусно это или нет. Ну что, я попробовала. На самом деле очень вкусная рыбка, такая полезная. Единственное, очень много масла, но в целом очень-очень даже вкусно. И стоит всего лишь 60 тысяч. Это получается 250 рублей. Правда, немного пересоленная. Ну и видно, ближе где-то к 9 часам людей уже поприбавилось, людей побольше. Я только что попробовал Машино лосось, и это прям нереально восхитительно, очень вкусно. Наверное, впервые пробую что-то вот на балийских таких небольших рыночках, и оно прям не пережарено, оно вот прям как надо. Если опять же сравнивать с каким-нибудь питерским рестораном, ну этот стейк бы стоил, наверное, в районе 1000. Поэтому, конечно же, стоит попробовать, и это стоит того. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!